Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Друзья, серия с газончиком. Мы продолжаем заниматься нашим интереснейшим проектом. Мелочевка, которая отнимает уйму времени. Сегодня нам предстоит в том числе заниматься этими всеми мелочами. Нужно подготовить мотор к установке, да все нужно подготовить. Так что серия обещает быть очень интересной. Вы, как обычно, присаживайтесь поудобнее. Желаю вам наиприятнейшего просмотра. Заваривайте чай, пельмени, печенье. Все, как вы любите. Ну, а мы переодеваемся и начинаем трудиться. Думаю, что мы продвинемся достаточно серьезно в этой серии. Так что с вас обязательно лайк. Ну что ж, наконец-то пришла набивка. Набивка Mercedes. И сейчас наша задача будет ее подогнать под наши размеры, под наши все установочные и посадочные диаметры. Также мы покрасили уже поддон, он тоже готов к установке. И сейчас будем пытаться собрать всю эту нашу схему. Вот, надеюсь, повезет и все станет идеально ровно. Начинаем. Так, испытываем лайфхак из ТикТока. Давай Макиту. Что? Крутим. Зажимай. Ну-ка, крути. Придумал лайфхак. Болт у нас короткий, вот в чем проблема. Да? Если болт длиннее да, был. Длинный. Сейчас. Вот самый лучший лайфхак. Ну что, народ, возимся мы с набивкой с нашей. Немножко она толстовата. Вот, но это Victor Reigns надега, как говорится. Вот верхний полумесяц мы вставили. И сейчас собираем нижний полумесяц, чтобы потом вот так вот эти две набивки соединить. Вот такая у нас задача. Задача непростая, сразу вам скажу. Вымучились просто на нет. Уже час здесь копошимся. Вот пришлось выбивать шпильки все-таки. Со шпильками вот здесь мы не могли наживиться никак. Болты чуть-чуть укоротили. И сейчас вот забиваю шпильки, чтобы вставлять уже нижний бугель. Вот этот. Бугель. Вот. Здесь сейчас немножко подпилим набивку. И потом ставим резинки. Все это соберем. И должно бы работать. Надеемся. Забей вот эту шпильку. Сможешь? Угу. Либо на болтик наживи, может, этот. Третий. Там внизу такой прорез. Видишь? Угу. Под коленвал. По-моему, ты мимо бьешь, не? Много слишком. Давай. Дай наставку возьму на меня. Давай. Все, Леш, не надо. Угу. Все четенько. Ну, по сути, мы сейчас можем пробовать уже. Наживить надо этот бугель-вугель. Что, два забил, да? Да. Наживляй сюда болтик. Параллельно с восстановлением ГАЗ-63 пришли амортизаторы на капот нашего погрузчика. И Леша сейчас вот занимается изготовлением. Наши амортизаторы, которые пришли, не совсем такие. Нам нужны подуши на конце, а здесь были под шарики такие, поэтому переделывать приходится. Ну и по мотору установили мы вот эту вот бугель, установили набивку. Она чуть толстовата, но будет держать плотно, без вопросов. Здесь посадили на герметичек, все зажали. Единственное, пришлось вот приварить фиксатор, потому что ушко отломалось. Вот. Но это небольшая проблема.
Все, сейчас наша следующая задача это, во-первых, надо сюда найти подшипник. Но это я схожу к соседям, наверное, у них будет. И сейчас отмываю болтики. Вот, каждый болтик хочу отмыть, чтобы аккуратный наш красивый поддон становился сюда без проблем. А также еще нужно нам помыть вот эту вот часть двигателя тоже. Так что работаем потихоньку, и скоро уже будет сборка, поддон, будет красота. Как настроение? Нормально. А у тебя как настроение? Хорошо. Останавливаю газончиков, вспоминаю, как с братом гуляли. Вспоминаю, как куда-то ходили, как нас били, как он защищал меня от бандитов во дворе. Росли в тяжелые времена. Как мы выжили, я пока не знаю. Ответственный и важный этап у нас это установка прокладок. Вот, я одной рукой не смогу, конечно, этого сделать. Сейчас мы вместе будем делать с Лешей. Но еще хотел, знаете, нашли вот такую штуку прикольную. Смотрите. Заборник, изменяющий геометрию. Давайте-ка, кто у нас знатоки? Для чего это вообще? И как это работает? Кто догадается? А? Это очень интересная тема. Ну и будем собирать. Все прошли, прочистили, обезжирили и вставляем. Примерно вот так это должно выглядеть, но я боюсь Обрезать надо, да? портить. Да, мы потом обрежем, ничего Держу. страшного. Я просто одной рукой, конечно, это неправильно делать. Мы можем закосорезить. Всё? Встала? Да, да. А, вот так еще, видишь? О, вот теперь стало точно. Мы сейчас подгоним ее, Леш, и потом обрежем, как нам надо. Хорошо? Вторую вставишь там? Давай, я держу поддон. И вот так ее бочком надо как-то чуть-чуть. Ага. Все? Не-не-не, щелкивай ее. Все, она стала. Ну, туда. там не стало, мне Стала. кажется. Да? Да. Ну, хорошо. Либо одну сторону давай вот так вот. Одна сторона не поджимается. О. Все? Ну, давай прокладку положим и потом подожмем как надо нам. Да. Ага, видишь, Надо она и- наверх ложится, да? Угу. Ну вот, поэтому сейчас сразу подрежем. И видишь, вот здесь еще торчат у нас резинки. Тут я не знаю, блин, с этим. Это мне не очень нравится. Мне кажется, их надо убирать, вот эти вот. Наверное, герметосика сюда, а? Угу. Давай-ка его. Открути. А. Что, тут надо тоже поравнять? Да. Ну, чтобы не было вот этого. Подними. Подними. Вот, вот тут подними краешек. Конечно, сильно не можешь, что тут сильно. Ну, тут, наверное, нету смысла будет помочь. Понимаешь? Острее штуки. Ничего страшного. Держи у себя. Держу. Хочет съехать у меня эта резинка, блин, долбаная. У меня не становится нифига. Жать надо, Леш. Хрена себе, куда жать? Ну я вот жал, у меня стало. Да, типа такого.
Где болты? Они все одинаковые длины, да? Наживить надо, да. Блин, у меня тоже тут так, знаешь, не очень качественно, блин, это все садится. Снизу у меня сейчас дырка. Прикинь. Надо, иди сгоняй за ключом. Иди сгоняй. 12 туда? Да. Вообще мне не нравится эта конструкция. Пока что вот такое у нас отверстие. Блин, вообще капец. Там уехала резинка, а здесь торчит. Слышишь, Лёш? У меня опять здесь уехала, вон дырка есть. Понял? А тут вон торчит как. Эта фигня. Понял? Ага. Бляха. Сейчас будем, надо вот эту жать сначала, а потом ту. Понял? Давай. В общем, друзья, сейчас будем возиться здесь и потом покажем результат, что у нас выйдет. Ну, наконец-то установили мы поддон. И, в принципе, везде герметик вылез. Все обжалось. Все отлично. Зря переживал, потому что, в принципе, все получилось хорошо. Хотя изначально выглядело некрасиво, но потом все везде выдавилось. И, я думаю, будет работать. И ничего у нас плыть не будет. Следующее, что нам нужно делать, это мотор этот очистить. И нам нужно будет его немножко подкрасить, чтобы он аккуратненько и красиво выглядел. Также снимем масляный фильтр, нужно его тоже нам обслужить, посмотреть. Здесь он вот такого типа, очищающего. Не знаю, как это работает, насколько это эффективно, но почему-то вот на советских моторах применяли такую технологию. Самоочищающийся фильтр. Но я хочу его снять, и мы обязательно посмотрим, что там внутри. Как это работает, как это выглядит. Так что сейчас откручиваем вот 4 болтика и снимаем его. Решили снять и генератор тоже. Он мешает нам открутить фильтр. Ура! Теперь у нас есть и хороший доступ к фильтру. Что это за конденсатор на датчике давления масла? Вот 63-го года газон. И представляешь, у него электрический датчик давления масла. Вот это технология. Так, откручиваю. Провода, видно, тоже оригинальные. Да, но они работают. Ну, работают, причем хорошо. Не, вот это уже не Орига. А вот это, видимо, Орига, да. Угу. Оп, видишь, ничего не потекло. Угу. Вход-выход. И все. А теперь будем его раскручивать. Что ж там интересно внутри? Мне всегда было интересно, как устроен фильтр, вот этот самообслуживание, блин, как говорится. В смысле, он, кстати, в цвет был машины. Да. Когда-то, видимо, да. Офигеть. Ну, почти нету грязи даже. Ну понял? нет, там много грязи. Да ну. Фильтр пластинчатый обычный. Да? Такой. Вот так вот крутишь. Половина пластин стоит, а вторая половина крутится. Ты понял? Ну. И таким образом он очищается, масло. Так по кругу его, понял? Офигеть. Классно. Это очищаются пластины и падает грязь вовнутрь в колбу отстойника. Короче, периодически крутишь. Да. Типа да. грязь там остается, ты крутишь, А и я тебе она... больше скажу, когда вот на Праге такой стоял фильтр, то там идет трос от кулисы, и каждый раз, когда ты переключаешь передачу, там очищается фильтр. Вот это тоже Представляешь? классная тема. Это тема. Это очень классно, конечно, придумали чехи. То есть ты постоянно невольно очищаешь этот фильтр. Ну, вопрос, насколько там тросика хватит. Вот. А здесь типа масло проверяешь, чик, крутнул его 2 раза и все. Вон пошло, видишь, сразу потекло. Это, видимо, я просто наклонил, так оно.
Думаешь? Да. Сейчас мы, я думаю, солярочки сюда линем, правда? Угу. Промоем. Ну-ка, вот она и солярочка рядом. Ну-ка сюда лини теперь. На, уже туда. Только чуть-чуть. Короче, суть в том, что не обязательно его снимать, просто колбу чистишь, да и все. Да. Это фигня. Все, сейчас мы это все отмоем, соберем обратно, очистим и установим обратно на мотор. Либо почему-то мне хочется ее отдельно покрасить другим цветом. Как ты думаешь, чик-чик, красивеньким каким-нибудь? Ну, посмотрим. Цвет мотора, типа? Ну, не в цвет, О, поддона, цвет например. поддона, я имею в виду. Да, у нас осталась еще краска? Надо посмотреть, засохла она или нет. Ну, посмотрим. А остальное все серебряночкой покрасим. Да? Ладно, сейчас определимся. Мы перевернули мотор. Леша красит отстойничек. Также покрасим генератор в черный родной цвет. Ну а сам мотор покрасим в серебристый цвет, но чуть попозже. У нас, к сожалению, краски нету. Вот, и еще нам нужно очистить эту сторону двигателя. Покрасим, будет красиво, аккуратно. Также будем сейчас заниматься мойкой вот тех деталей и занырнем в коробку, посмотрим, что там с сальником хвостовика. Вот такие у нас планы на ближайшее время. Сколько это займет, непонятно, потому что некоторые детали отмываешь, просто такая закоревшая грязь, многовековая, что прям бензин не берет, уже слили бензинчика и все равно не помогает. Расшплинтовываем гайку, сейчас открутим, вынем сальник и посмотрим, что там за сальник стоит. Нам нужно его поменять. Плывет. Согласен. Какой размер сальника здесь? Вот же номер его. Размер 51, а нет, не то, значит не извини. Это 51-й газон. Да, посмотри-ка размер. Не, так можешь испортить, возьми тряпочкой. Мы начинаем очистку уже коробки. Очистили кожух сцепления. Где он, ё-моё? Вот. Нет, а тут, который ты красил. А, Вот он. Вот, тоже покрасили его. Будет все выглядеть аккуратненько. Но это все отнимает уйму времени. Просто уйму. Кажется, вот, полдня уже все возимся, никак не можем сделать. Собрать это все. Но ничего страшного, потихоньку, тщательно работаем. Сливаем масло с коробки. Его там очень много. ох, какой негрольчик хороший. Да. Но напоминает он не совсем негрол. Друзья, мы нашли еще один фильтр масляный. Ну он, здесь какой-то из картона. Его явно не помоешь. Офигеть. Ну мы сейчас что, наверное, сделаем? Попробуем чуть-чуть его пополощем в бензине в хорошем, чистеньком. Но даже не знаю, такой реально найти или нет. Мне что-то терзают смутные сомнения,
Надо собрать еще, пока он не разлетелся. Да, разогнул чуть-чуть, Дима, эти штучки-то усики. Да ничего страшного, сейчас подожмем их. Закинули кожух и начинаем устанавливать коробку. Вот, первым делом кожух, потом маховик со сцеплением снизу. В общем, веселуха. Здесь тоже будем красить коробку, и кожух тоже серебряночкой пройдем аккуратненько, чтобы было как по заводу. Вот такие дела. Такая работа интересная, вы знаете, даже Саша, сосед, приходил и так смотрит на это все. Ой, сколько мы газонов этих переделали. Наверняка у каждого из вас тоже есть какая-то история с такими газонами, со старичками. Вот этот звук, да, когда вторая, да. Мы все помним этот звук. А вы, если у вас есть тоже история интересная, обязательно пишите в комментариях, потому что интересно очень почитать, какие эмоции у вас, какие истории у вас связаны с такими газонами. Но основная масса это все-таки не полноприводные, а заднеприводные газончики. Вот, но тем не менее. Так что продолжаем сборку. Не знаю, что с фильтром делать. Заказали на Озоне новый. Придет, так придет. Он уже другого типа. Если не придет, то тогда этот будем ставить. А пока что просто закроем крышку и вся проблема. Вот, так что такие дела. Продолжаем работать. Готов? Он не лазит просто. Кручивай кожу. Да, вставай, руки вставай разные. Да неужели он не влезет? Дай проверни вот так, чтобы болт внизу был. Тогда может и влезет. В маховике болты имеют определенное расстояние между друг другом. Поставить его можно только в одном положении. И вот это у нас проблема сейчас. И нам теперь шпильки мешают. То есть нужно опять снимать кожух. Мне просто подстрахуй, хорошо? На другие буду загораживать. Что-то он от бензина раздуло его или что? Хуфел какой-то надо откручивать. Да, Хера снимай. так не запел. Все, сейчас будем пробовать по другой схеме. Вместе с кожухом задвигать. Есть. Думаешь так? Да. Так по-другому он не станет. Не попадаем, что-то мы там. Шлицы, может, не попадаем. Я держу. Я держу, Дим. О, О, проблемы. Держу теперь все время. подставь. Он колодка. Возьми эту колодку, на которой коробка стояла. Держишь? Да, да, держу, держу. Ну, все. В большом ящике, да? Ну, что тут эту коробку ставить? Это же элементарно. Ничего тут сложного нет. Сейчас надо вилку вставить нам, Лёш. Держи, Не забыть. держи. Пока не прикрутили тут все. Вон, надо ее немножко помыть. Осталось нам вставить вилку и зажать болтики, и все. Друзья, у меня есть хорошая новость. Прям новость от души. Вы знаете, на фоне вот последних событий с моим братом я начал по-другому воспринимать жизнь и понял, что нужно от жизни немножко брать больше. Вот. Это прям факт, с которым нужно идти по жизни. Вот, и поэтому я сделал для себя маленький подарок. Подарок, о котором, по сути, я мечтал, наверное, год. Я даже как-то в Телеграме выкладывал, как я смотрюсь там на мотике. В общем, я себе купил эндуро мотоцикл. Но это не то, что там уже, как Леша говорит, что там такое, уже целый год ждал. Это обычный, самый дешевый китайский мотоцикл. Да, наверное, было бы правильно купить там Ямаху или еще что-то, но
все-таки принято было решение взять китайца. Покопошиться с ним, почему бы нет? Ведь китайская техника, она предполагает все-таки каких-то доработок там. И в нашем случае в том числе. Дело в том, что во время перевозки немножко его повредили. Он упал, там повредилась ручка, там то сё, мы это все восстанавливали, мы все это делали. Пульт тоже сломался, но пульт, к сожалению, удалось восстановить только частично. Маленькая царапка на подножке была, но я думаю, для эндуро мотоцикла это уже не настолько критично и не настолько страшно. Причем перевозчик до последнего не признавался в том, что это его вина, но нам сделали хорошую скидку. И, в принципе, мы договорились с парнями. Парни, которые нам собирали этот мотоцикл, им огромное спасибо. Но отнеслись максимально с пониманием. То есть, вопросов нет. Они как бы тоже очень сильно расстроились, что вот во время перевозки наш мотоцикл, ну, пострадал, блин. Они тоже расстроились, как и я. Но ничего критичного. Брали мы у парней ВН Мото. Вообще, все, в принципе, нормально. Вот, так что давайте покажу вам, что это такое и с чем это нужно кушать. Встречайте, друзья, Regal Moto Grizzly. Вот такой мотик я выбрал для себя. Почему такой? Первое, что мне в нем понравилось, это широкое сиденье. Прям то, что надо. Я сюда сяду с Галькой, и мы тихонько по лесу поехали. То, что надо. 175-й мотор, самый надежный вроде как. Пятиступка без кикстартера. Ой, с кикстартером. Колеса большие. Сам он вот по посадке. Сейчас я вам покажу. Очень кайфовый. То есть прям не низкий, ничего. Вот. То, что надо. Для меня, лично вот для меня удобно. Но это все нужно смотреть, вам выбирать там по росту и по весу. Это все значительно влияет. Мы уже на нем с Лешей проехали 16 километров. Мы съездили, поставили его на учет. Он с ПТСом, все как надо. Классно? Мне нравится, как он звучит, как он едет. Ну, пока что мы его тут не насилуем. Легенько катаемся. Для чего была куплена эта тачка? На автодоме выехал куда-то на природу, его с собой взял. Сел, покатался. Ну, вот такого плана. И здесь мы с Лешей гоняем, тоже кайфуем. Периодически прыгнул на него, прокатился. Ну, обкатываем легенько. Вот, так что, ну, такая покупка, я думаю, будет нас радовать. Зрители на Бусти все уже мне говорят: Дима не ездит там без шлема. Но на самом деле мы не экстремалы и не собираемся экстремальничать там ничего. То есть нам для спокойной езды вполне его хватит. Ну, естественно, мы в шлеме ездим, но как бы вот здесь прокатиться можно и без шлема, ничего страшного. Экстремальничать никто не собирается. Вы, кстати, друзья, тоже можете подписаться на Бусти и будете в курсе всех событий, что у нас здесь происходит в гараже. Практически онлайн, потому что все зрители на Бусти, они знают, что у нас происходит. Вот, таким образом вы сможете и поддержать нас, и будете в курсе всех событий. Вот, ну, такая вот покупка. Ну, в принципе, все нормально. Все нормально, все нравится. Ну, что тут еще говорить? Я думаю, нужно кайфовать от жизни. Хотя, ну, это такая, самый дешевый мотик, конечно. Может быть, да, правильно было бы взять Ямаху. Но посмотрим, покатаемся. Если эта тема зайдет, то будем уже тогда думать о Ямахе. Ну, а пока что мы отправляемся домой. Похвастался вам. Но завтра продолжим уже копошиться с нашим этим. Блин, что мы собираем сейчас? Газончика, да. Ну что, идет процесс покраски мотора. Такая красота выходит у нас здесь. Обклеили здесь по максимуму. Ну и сейчас будет прелесть. Леша, будет прелесть? Да. Я верю в это. Наконец-то пришел сальник. Достали мы наш сальник, да, и он весь такой порепанный. Видно там на камеру, не видно? Да, должно, по идее, быть видно. Вот, но ничего страшного. Запчасти, как говорится, есть. Вот, оригинальный сальник один в один. Сейчас его Леша вставит. Все, отлично. Будет ходить. Да, Леш? Да. Все? Все?
Я думаю, теперь мы, в принципе, почти готовы уже к установке мотора с коробкой. Пришел фильтр масляный. Вот, но он немного другого образца. Вот такой. Не знаем, сейчас будем примерять, станет он или нет. Друзья, мир не без добрых людей. Я не раз говорил об этом. И нам часто встречаются на пути добрые люди. И вот к нам обратились добрые люди за помощью, и мы им обязательно поможем. А именно, им нужно изготовить кардан. Но кардан не на простую тачку, а на опырскиватель самоходный, знаете, который так вот раскладывается и под которым можно проехать. Вот. Оригинальный кардан стоит миллионов, а вот самодельный кардан реально сделать. Как говорит дядька Максим, но не тут-то было. Так, у нас задача какая? В шлицевую варить два фланца вот таких вот. Одну сторону я уже сделал. Сейчас покажу вам. У нас... Перекашиваешь. Да, я знаю. Просто токарь профессионал делал. Все это настолько плотно. Так неправильно. Я уже у цели. Вот. У нас есть два вот таких вот новеньких фланца. Их нужно соединить вот со шлицами, чтобы кардан был у нас 45 сантиметров. Вот, одну часть мы уже сделали, сейчас нам нужно укоротиться, вот, отрезать шлицы необходимой нам длины и отрезать необходимое нам здесь расстояние, чтобы эту всю конструкцию соединить. Очень сложно это все вымерить, потому что мы не можем пока что засунуть, сколько тут нужно отрезать, ничего не знаем. Вот, но сейчас будем это делать медленно, не спеша. И, как я всегда говорил, нужно помочь хорошим людям, и тогда помощь вернется к вам вдвойне, вчетверне. Вот, так что работаем. Сегодня вот, к сожалению, пришлось отвлечься, Целый день копошимся здесь потихоньку. Леша там что-то делает, и я что-то с этими карданами ношусь здесь. Вот, я хотел замерить вот эту длину. Так нам нужно замерить. И потом ей сюда одеть. Ладно, дайте мне рулетку. Чуть попозже включимся. Так, процесс пошел, нас уже не остановить. Все подогнали, все по красоте. Никакого движения. Кардан наш готов. Ну и, конечно же, нужно сделать масленку, правильно? Ну как без этого? Душу надо вложить. Вот там ответная часть. Какая там толщина его? Ну слушай, это же должен быть крепкий кардан. Вот, так что сейчас сделаем все по фэншую, будет у нас идеально. Ну а в конце дня, конечно же, сейчас с Лешей чуть-чуть катанем. Такой красавец у нас. Леша зачищает кардан. Мы решили его покрасить, чтобы прям вообще была булочка. Это какой-то завод получается, Леша. Без упора, поэтому он немножко бьет. Так, все четко. Просто сместился. И тут торец, Леш. Угу. Легенько. Хорош, не надо. Видишь, тут трохи накосячил. Ну. Горячий. Поднимается. М-м-м. Тут нормально, четко. Блин, так плохо. Сейчас я приду второй раз. Хорошо, пусть тогда постоит. Медленно, но уверенно мы начинаем закидывать все навесное. Установили стартер, расклеили его и сейчас вот уже закинули фильтр грубой очистки масла. Также нам еще нужно пройтись вот здесь черненькой красочкой трубку. Ну и будет красота. Хотим сегодня попробовать его установить. Что с этого выйдет, уже скоро увидим.
Попытались мы установить фильтр, который пришел, но, к сожалению, слишком большие здесь отверстия, работать эта конструкция не будет. Хотя Озон показывал, что для этого мотора, но нифига. Моем в бензинчике наш старый, будет ходить. 40 лет отходил, отходит еще столько же. Вот, и в принципе это финальная часть, которую нам нужно сделать. По мотору, да. Установили на раму цилиндр, вот, и хотели изготовить шток. Штока у нас, к сожалению, нету, нужно его будет изготавливать, но не знаем высоту педалей, поэтому пока что, наверное, будем собирать, ставить кабину и смотреть по педалям. Либо мотор поставим, будем видеть педаль сцепления. В общем, пока что изготавливать шток не можем. Вот, ну и в принципе запускаем, наверное, сейчас погрузчик. Будем вытаскивать это все и пытаться примерять мотор сюда. Друзья, мы тут прикурили. 40 минут мы моем. Вот столько грязи оттуда достали из фильтра, представляете? Вот сейчас его будем собирать обратно. Стало интересно, я только что задал этот вопрос. Сколько же пластин нашим зрителям в телеграм-канале? Вы тоже не забывайте подписываться, там много всего интересного. Сейчас сосчитаем, это будет очень интересно. Сколько же здесь пластин? Но удобно. Огромный лайк советским инженерам. Фильтр не нужно менять. Просто берешь его и перемываешь. И дальше едешь без проблем. Масло идет вот по этим каналам. И проходит, очищается таким образом. Вот. Леш, правильно я там положил? Угу. Смотри, она специфически ложится. Прикурили, блин. Хотели уже закидывать мотор, но придется уже... Сейчас соберем фильтр и будем закидывать мотор. Ну да. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. 81 пластинка. Как подумаю, какой мы ерундой занимаемся. Считаем пластинки. Но это было интересно. 81, возможно, Леша ошибся, их 80. Но не точно. 81, 100%. 100%. Все, значит, тогда закидываем фильтр. Если ты уверен на 100%, значит, это на 100%. Стой, там еще нужно вон ту поставить, Леша. Внизу была... Вон ту надо поставить. И пружинка. Пружинка внизу была? Да. Или вверху? Не, внизу. Или вот так? Вот Или так. Да разницы нет. Нет, там же... Нет, она была, значит, сверху. А, возможно, Прижималась. да. Фильтр прижимала. Это снизу было, да? Угу. Вставляю вот эту Это сюда, да? ковылочку, да. Чик. 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 Что-то не лазит, Дима, у нас широко получилось. Вот поэтому оно должно все быть четко, чтобы вот эти пластинки садились. Давай, влезет. Засовывай. Ну. Потом не высунем. Все, достанем. Вот так, да, чик? Да, чик. Надо резинку подобрать. Все, выключаю камеру. У нас там лопнула резинка, нужно резиночку подобрать. Вот такую. Вот она. Ну, сюда на болт, короче. Такие ответственные моменты, когда уже собираешь, так все на финишной прямой. Очень, конечно, классно. Эмоции получаешь от этого невероятные. Уже видится какая-то более-менее финишная прямая. И ты понимаешь, что скоро этот мотор опять оживет и будет шептать, да? Да. Не перетяни ремень, то сгорит. Помпа. Кстати, ее помазать надо. Угу. Шприцануть, да? Да. И тут надо все прошприцевать. Да. Сейчас зарядим Макиту. Не, сейчас нет, потому что у нас Потом. закончилась смазка, да. Да. Когда все соберем, поставим. Ну, там уже на Да. раме. Да. Все, сегодня мы не успеем, к сожалению, закинуть мотор, видимо, потому что у Леши день рождения, и мы едем сегодня в кафеху. Вот, а завтра уже, я думаю, закинем. Хотя завтра нужно бате сделать сценика.
Тоже там у него по передней подвеске. Я думаю, закинем, по-быстренькому стальник сделаем и закинем. Ну, посмотрим, как пойдет. Иди, запиши, скажи, что сейчас там. Леша сказал подойти, записать, что мы сейчас будем делать. Мы сейчас будем выкатывать раму, он заставляет это делать руками меня. Иногда даже другими средствами. Вот, ну сейчас попробуем, если нам не удастся, а нам не удастся, но он утверждает, что удастся. Вот, то мы тогда будем запускать погрузчик и погрузчиком вытягивать. Колодочки, да? Да, подведены тормоза. Слушай, хорошо идем. Чуть-чуть руль или не надо? Вообще хорошо идет. Да ты придумал, чтобы мы подкачались или что? Да, все? Не, давай еще. Дальше. Еще надо чуток. Давай. Будет мало места для маневра. Хорош. Надо туда подложить колодку. Ну иди, я держу. Готовим подушки к установке. Тоже подкрасим их, чтобы все было чистенько, аккуратненько. Блин, ветрено у нас сегодня. Такая красота. Давай, Ира! Стой! Поверни руль туда. Поверни туда руль. Не-не-не, поверни туда руль. Поверни туда руль. Хорош! Готов? Давай, только не спеши. Все? Ну и все хочу. Ну, все. А вот так. Все, отлично, больше не надо. Давай. Последнюю. Тут сильно жать, наверное, не надо. Не, ну надо же зажать, что значит. Давай. Стой. Бляха, назад крути. Давай. Давай, можешь еще чуть-чуть. Еще. Хорош. Болтики сразу можешь дать. Да. Не? Поднимать надо, значит, да? Просто трындец, блядь. Надо зад поднять просто и все. Неужели так не может такое быть? Что, мы лоханулись? Не,
что тут невозможно снять. Ну, видимо, надо поднимать мотор зад. Траверсы, типа, снимать. Не, мотор откручиваешь, просто поднимаешь зад. Все, мотор мы поставили. Пришлось нам еще раз поднимать, чтобы поставить картер сцепления. Почему-то он не снимается так, но, видимо, потому что нужно вот эту траверсу тоже откручивать. Ну, мы приподняли и зажали. Еще вопрос к знатокам. Идет тяга, вот эта вот тяга, от рамы до мотора. Вот непонятно для чего она. Мы с Лешей что-то гадали, но так и не разгадали. Но, возможно, когда выжимаешь сцепление, чтобы мотор не сдвигался. Ну, не знаю, это я так предположил. Непонятно. Но сейчас нам предстоит здесь со сцеплением разобраться. Немножко вот есть непрокрасы. Кое-где тоже сейчас подкрасим это все. Ну и следующий этап — это обвязка тяги. Ну и все остальное. Промазать все, масленки, чтобы когда мы кабину поставили, у нас уже здесь все было готово. Так что сейчас будем этим заниматься. Интересно собирать газончика. Он весь такой, знаете, на чопиках, на стопорах, на каких-то. Весь. Просто-напросто весь. Опа. Есть. Все, видите, сцепление уже готово. Вроде нормально все. Вот теперь у нас есть позиция, на которой нам нужно собирать педаль тормоза. То бишь мы можем сейчас уже изготавливать шток, необходимый нам для педали тормоза. Боюсь, из-за этих стопоров может... Клинить потом? Да. Если все смазано, ничего клинить не будет. Пытаемся подсоединить цилиндр, но здесь у нас возникли проблемы, очень закисшая трубка тормозная. Кардан прикрутили, есть тоже непрокрасы, видите, провернулось все. Но сейчас мы все это подправим, это страшного нету ничего. Вот, ну и будем изготавливать шток. Пока кабины нету, главное, чтобы нам позволила это сделать погода. Что-то попахивает дождиком. Такую вот блатную. Чик. Не брали такое. Брали. В мостаке. Пусть остынет. Главное, что начало крутиться, Да. а потом уже это все смажется, будет нормально. Ну, если что, вдруг, если сломается или не получится у нас, то сделаем переходник просто. Да. И новую трубку вкрутим. Все. Давай назад. На. Держи такое. Хорош. Такое чувство, что машина Пошел. поехала. Да. Зазоры Ну, убираются. хорош. Давай тут. О, отлично. Прям везде вылезло. Тут даже. Угу. Леша чистит ручник, а я здесь воюю с тормозной трубкой. Главное, чтобы все получалось. Пока что все получается. Гораздо хуже, когда ты делаешь и просто нифига не идет. Вот тогда печально. Вы знаете, кручу я эту трубку, и потом осенило дядю Диму. Осенило. Во-первых, я забыл посмотреть, есть ли там упор, а упора там нет. А во-вторых, здесь должна стоять вот такая штука.
в торец которой вкручивается трубка. И вот так это все должно выглядеть. Вот, так что сейчас соберем в оригинале все. Вот, видите, вот так это должно выглядеть. И единственная у нас проблема — это болт. Сейчас попробую поискать. Болта у меня такого нету. Здесь шаг 1. Очень редкий болт. Вот. Но сейчас выточим, если что, это не проблема. Для нас это точно не проблема. Так. Одним словом, нам осталось изготовить шток и тормозную систему. И глушак поставить. Он уже покрашен лежит. Леша сейчас делает там хомут. Потому что наш хомут пришел в негодность. Вот. Этому хомуту кобзда. Леша делает новый. То, что в магазин нам съездить нет возможности. Правильно, Леш? Да. Очки только не забывай одевать, пожалуйста. Я только что говорил о том, что нужно точить болт, если что. И вот следующий кадр — это я, точащий болт. Неважно, сейчас сделаем. Большой проблемы нету. Я посмотрел, лерка такая у нас есть, так что все будет нормально. Единственное, придется помучиться, вот, просверлиться. Но ничего страшного, сейчас все сделаем. Многие меня поймут, те люди, у кого есть какой-то станочек, там еще тому подобное. То есть это достаточно интересная игрушка, когда ты занимаешься этим, и когда ты, допустим, какие-то там выполняешь задачи интересные, то прям кайфуешь от этого. Это как и машину собирать, в принципе, тоже, знаете, такое очень-очень интересное дело. Вот, так что смотрите, если где-то у вас будет возможность, если вы любите железяки, и если у вас будет возможность купить токарный станок, я вам говорю, время проведете просто с кайфом. Если он будет нормальный. Будет тормозить. Или может это мало отверстия такого, а? Или хватит такого отверстия для тормозов? Конечно. Мне тоже так кажется. Видишь, как точно точит станок? Ну, 2 десятки, блин. Это типа сделано под... Вот эта штука под 10-ю резьбу. Понял? Либо вот здесь канавку надо делать по кругу. И здесь надо тоже немножко пройтись. Фу! Песня. Все. Резьба прям вообще красота. Красота получилась. Глушак надо, да, закидывать срочно? Лёш. Да. Я снимаю, тише, комментирую. Так, шайбы еще нам нужны, блин. А вот с шайбами у нас все отлично. Да, ну, вот песня. Все, зажимаем. Хорошо, когда все есть, и станок, и шайбочки, и все будет сейчас красиво. Свет выруби. Что ты ходишь за мной с этой камерой все время? Я уже стесняюсь. Так, давай. Хомут где? Конечно, он там. Это же Леша. Я говорю, это же Леша. Несет глушитель, а думает о девчонке. Красота у нас по глушителю будет. Песня. Музыка. А было уже этот. Ну ладно, он все равно обгорит. Музыка. Да. В условиях, когда нет запчастей, запчасти приходится изготавливать. Вот такой чопик пришлось выточить нам. И сейчас вот изготавливаем шток тормоза. Вот. В таком виде он будет. И вроде как должен работать. Сюда будет вставляться наш мега-чопик. Будет сюда вставляться он. Вот. Что-то подклинило немного.
Да. Леша балуется, ему весело. Зачисти, пожалуйста. Эта конструкция, она необходима нам для того, чтобы выставить педаль тормоза вот туда. Вот там он будет стоять, наш шток. Угу. Вот как-то так это будет работать. У нас, я вспомнил, у нас жидкости нет тормозной. Вот, Ну это не беда, можно удалить потом. сможем. Ну да. Так, осталось только застопорить. И в принципе... А, еще пружины поставить. У нас здесь пружины должны быть. Видишь, Дима, а там такой переходник, кстати, стоит. Видишь? Впереди. Как ты делал. Ты обратил внимание, заметил или нет? Нет. Смотри, иди сюда. Вон он стоит, смотри. А, Такой же. слушай, что это за хрень? Ты Ну, что? бляха. Тормоза наши или что? Да, надо все разбирать. Почему? Потому что здесь не хватает трубки на передние тормоза. И она шла типа сюда вот. Да, здесь должен стоять тройник, из которого будет выходить две трубки. Ё-моё. Понял? Угу. Ну, ладно, у меня такой тройник есть, понял? Я тебе рассказывал про Мгм. него как раз. Так что это все реально сделать. И нужно это переделать, и нам нужно делать кусок трубки. Ой. У нас трубка, наверное, кстати, осталась тогда, когда делали бати. Нет, здесь 12 шаг 1, большие. Угу. Большие Потолще, чёткие, короче. Да. Нужно заехать в магазин и взять таких штуцеров. Если, конечно, у нас в магазине такое возможно найти. Да. Наверное, кабина отменяется пока что. Мы хотели закинуть кабину, но явно Не успеваем. не получается у нас, да. Ладно, спешить не будем, чем потом здесь лазить это все, вот представь. Да, под кабиной этой. Да. Ладно. Все, друзья, на сегодня это все. В следующих сериях мы, естественно, продолжим заниматься. Нам предстоит еще много мелочевки, много работ по сборке. Все это нужно правильно собрать, не спеша и аккуратно. Поэтому, может, для кого-то из вас кажется серия затянутая или неинтересная, но назад мы отступать не будем и потихоньку доделаем начатую работу. Вот, еще раз всем огромное спасибо, что были с нами. Не забывайте подписаться, не забывайте поддержать нас на Бусти, если у вас есть желание и такая возможность. Вам я желаю только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Берегите здоровья и увидимся в следующих сериях. Всем пока.